Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 4 марта, и сегодня свой первый обзор я хочу посвятить не боевым сводкам, а информационным. Хотя почему не боевым? На сегодняшний момент информационный фронт, он не менее боевой, чем фронт реальный. Дело в том, что война постепенно, не в масштабах даже Украины, а в масштабах вокруг Украины, она постепенно набирает очень серьезный оборот. И можно уже говорить о том, что мир окончательно раскалывается на две части. То есть будет два отдельных мира, которые будут вести между собой не только горячую войну, но и информационную. И эта война уже ведется изо всех калибров. Достаточно сказать, что сегодня, вернее ночью, были отключены очень многие российские оппозиционные ресурсы. Я не знаю, насколько точная информация по поводу Фейсбука. В российских соцсетях была запущена информация, что Facebook якобы выключен. Но лично вот перед тем, как записать видео, я зашел в свой Facebook, у меня Facebook в Крыму работает. Тем не менее, очевидно, что и далее, не только на Западе, но и в России будут ужесточаться требования к контенту в информационных сетях. И можно уже говорить о том, что формируются уже независимые информационные поля, которые в первую очередь будут воздействовать на население тех или иных территорий. И как это происходит, я хочу показать на двух конкретных украинских примерах, вот свежайших вчерашних примерах. Первый пример — это вчерашняя, вернее уже ночная, сегодняшняя, наверное, истерия по поводу страшной катастрофы, которая может вот-вот разразиться на Запорожской атомной электростанции. Поводом для всего этого стала зачистка города Энергодара российскими войсками и взятие под полный контроль Запорожской атомной электростанции. Напомню, еще, по-моему, на третий день после начала войны российские передовые колонны заходили на атомную электростанцию, но также быстро оттуда ушли. А сейчас Россия решила взять под полный свой контроль Запорожскую атомную электростанцию. И тут, как говорится, в информационных сетях понеслось. Истерика шла на протяжении нескольких часов, причем все более и более нарастающем темпе. И в дело даже включился протрезвевший президент Украины Зеленский, который сообщил всему мировому сообществу, что буквально сейчас Запорожскую атомную станцию расстреливают российские танки, несмотря на то, что в прямом эфире в это время же шла прямая трансляция с Запорожской атомной электростанции с камер видеонаблюдения, на которых ясно было видно, что ничего подобного, то, что говорит президент Украины, нет. То есть очевидно, что президент Украины уже откровенно вбрасывал фейк. И как уже окончательно выяснилось по состоянию на утро, никакой опасности атомным блокам не было и даже не предполагалось. Тем не менее, официально киевские ресурсы заговорили чуть ли не самой страшной угрозе для Европы. Ну, понятно зачем. Второй момент не менее примечательный. Вы знаете, мне постоянно, с того момента, как пропагандисты из Киева призвали всех патриотических украинцев атаковать альтернативные ресурсы, мне постоянно закидывают всякими видео, роликами о том, что вот смотрите, вы врете, а вот мы говорим правду. Враг везде разбит. Уже в некоторых местах украинские войска вышли на государственную границу и гонят врага с территории Украины. Вы знаете, я долго пытался понять, каким образом украинским телеканалам удается поддерживать вот эту истерию и уверенность в победе. Причем очень скорой и быстрой победе. А потом, когда я посмотрел один из роликов, канал ТСН, я понял, каким образом им это удается. Там такой маразм, который просто ни на какой глобус не налезает. Для того, чтобы показать, что враг повержен и отброшен на всех направлениях, например, журналисты из ТСН начали просто перемещать города. Нет, не смейтесь, вот пожалуйста посмотрите на вот скрин с последнего видео, новостей на видео за вчера, вторая половина дня. Журналисты ТСН утверждают, но они же не могут опровергать сводку Генерального штаба ВСУ, который говорит, что российские войска воюют в районе Лозовой. А Лозовая — это самый юг Харьковской области. То есть вот это та самая колонна, которая обходит Харьков с юга и грозит отрезать донбасскую группировку от остальной Украины. Так вот, чтобы у тех людей, которые смотрят вот этот бред, а по-другому это назвать не могу, не создавалось впечатление, что украинская армия проигрывает, журналисты ТСН взяли и переместили город Лозовая между Богодуховым и Ахтыркой, то есть на самый северо-запад Харьковской области, на несколько сотен километров, поближе к границе с Россией. И таким образом официальная сводка ВСУ выглядит более-менее неплохо. Враг рвется к Лозовой, а это буквально там пара десятков километров от российской границы. То есть вы представляете, до какого маразма сегодня уже дошла истерия на украинских официальных каналах. Они уже города переносят для того, чтобы показать, что все хорошо. Надеясь на то, что население Украины настолько дебилизировано, что оно не знает, где находится город Лозовая Харьковской области. Причем, подчеркиваю, вещают они не на США, не на Европу, они вещают на Украину. И самое же примечательное, что многие до сих пор вот таким вот помойкам еще и верят. Видят, что это откровенный вброс, откровенная ложь, но предпочитают верить, потому что они боятся знать правду. И всеми силами пытаются этой правде заткнуть рот.
Кстати, обратите внимание, я не знаю, может я не заметил, если нет, пожалуйста, сбросьте мне в личку. Вот истерия по поводу закрытия альтернативных ресурсов, она идет из Киева. Кстати, очень горд тем, что именно меня поставили на первое место в этом списке. Так вот, истерия пока вся эта идет из Киева. Я не слышал ни одного, например, призыва закрывать рот альтернативным источникам из официального Киева. Нам-то как раз врать незачем, а вот наши оппоненты лгут уже как сивые мерины. И чтобы они могли и дальше вешать лапшу на уши населению Украины, им обязательно нужно заткнуть нам рот. Потому что рано или поздно жители Украины начнут задавать вопрос, а что это было? Неужели у нас Лозовая находится между Богодуховым и Ахтыркой, а не на юге Харьковской области? Те люди, которые борются с вот этими фейкометателями на информационном фронте, никто, обратите внимание, не призывает закрывать эти помойки. Мы их просто высмеиваем, показывая, какую чушь они уже несут. И, естественно, тем самым мы приводим их в еще большую истерию, которая уже переходит все границы. Ну а как еще можно назвать, когда обычный украинский город для того, чтобы все выглядело красиво и гладко, перемещают на 300 километров на северо-запад? Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. В следующем, я думаю, будет военная сводка. Не знаю, как удастся мне его записать. На самом деле у меня сегодня очень дебильный плотный график. Ну, по мере возможного, я надеюсь, что где-то к часу дня я его все-таки запишу. На этом пока все. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ну и до следующих встреч.